Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску из баклажанов. Готовится она очень быстро, получается вкусной. Нам понадобится 2 баклажана небольших, вес их примерно 700 грамм. Протыкаем насквозь каждый баклажан шпажкой и заворачиваем в пекарскую бумагу в виде конфетки. В нашей семье баклажаны запекали для этой закуски, но я решила облегчить и ускорить задачу и делаю это в микроволновке. Вот такие у нас получаются 2 баклажанные конфетки. Отправляем их в микроволновку на 10 минут. Мощность моей микроволновки 1000 Вт. Через 10 минут достаем баклажаны, разворачиваем бумагу, чтобы они быстрее остыли. Посмотрите, они полностью готовы. Посмотрите, какие они мягкие. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Когда баклажаны остынут, начинаем готовить нашу закуску. 2 зубчика чеснока, небольшую луковицу отправляем в чашу блендера. Каждый баклажан отрезаем у него кончик с обеих сторон и разрезаем баклажан на 2 части. И теперь нам нужно просто ложкой выскребать баклажанную мякоть. Делать это легко, баклажаны мягкие, шкурка прекрасно отстает от мякоти, и отправляем в чашу блендера. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Моя бабушка измельчала баклажанную мякоть, чеснок, лук таким специальным топориком, секачом. Это, конечно, было достаточно трудоемко. Но у нас сейчас есть вот такие помощники, блендер, и мы приготовим все очень быстро. Добавляем чайную ложку соли, по вкусу черного молотого перца, 2 столовые ложки уксуса, можно добавить яблочный уксус или лимонный сок, и 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. И теперь нам нужно все измельчить до однородности. Как видите, все очень быстро. Микроволновка 10 минут и 1 минута блендер. Вот и вся работа. Посмотрите, какая красивая у нас получается масса баклажанная. Пышная такая, воздушная. Перекладываем нашу закуску в салатницу и тыльной стороной вилки делаем вот такие углубления. Нам это нужно для того, что когда мы будем поливать сверху нашу закуску маслом, оно будет затекать в эти углубления. Это очень аппетитно. Моя бабушка поливала закуску ароматным подсолнечным маслом. Ну что, будем сейчас пробовать. Так она пахнет чесночком. Друзья мои, это очень вкусно, это очень быстро. Закуска получается такой остренькой, пикантной. Приготовьте.